Хватит быть хорошим парнем. Дональд Трамп призвал Иран принять неядерную сделку. В то же время источники Белого дома сообщили, что президент США рассматривает вариант продолжительной блокады Ормуза вместо активных боевых действий. Такое же уже было. В Москве сдержанно обеспокоены выходом Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. Но говорят, это их право. Королевский ужин в Белом доме. Чарльз III подарил Трампу колокол и пошутил о перестройке в Вашингтоне. В Госдепе презентовали лимитированную серию паспортов США с изображением Дональда Трампа. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп призвал Иран поумнеть как можно скорее и подписать новое соглашение. Иран не может взять себя в руки. Они не знают, как подписать неядерную сделку. Им лучше поумнеть как можно скорее. Хватит быть хорошим парнем. К слову, подкрепил свой пост Трамп очередным изображением, созданным с помощью искусственного интеллекта. Он изображен в деловом костюме с автоматом в руках на фоне взрывов и разрушений. Администрация Дональда Трампа рассматривает сценарий длительного давления на Иран через морскую блокаду. Как сообщает The Wall Street Journal, президент США поручил своим советникам подготовить план затяжной блокады Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По данным издания, ставка делается на экономическое удушение Ирана. Американские силы могут останавливать и проверять суда, связанные с иранскими портами, тем самым ограничивая экспорт нефти и сокращая доходы Тегерана. Этот вариант рассматривается как альтернатива дальнейшей эскалации боевых действий после уже проведенных ударов по иранской инфраструктуре. При этом, по информации журналистов, сам Трамп считает блокаду менее рискованной, чем полномасштабное расширение войны. Однако эксперты предупреждают, такой шаг может привести к затяжному конфликту и серьезным последствиям для мировой экономики. Ормузский пролив остается критически важным для глобальных поставок нефти, и любые ограничения уже вызывают колебания цен на энергоресурсы. При этом переговоры между США и Ираном остаются в тупике. Вашингтон требует от Тегерана долгосрочных уступок по ядерной программе, тогда как иранская сторона настаивает на ослаблении давления и снятии ограничений. На этом фоне блокада рассматривается Белым домом как ключевой инструмент давления. Но ее эффективность и последствия остаются под вопросом. Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК может изменить баланс сил на мировом нефтяном рынке. В Москве считают, что это решение способно привести к росту добычи и, как следствие, снижению цен в будущем. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, если страны-экспортеры начнут действовать несогласованно, они смогут наращивать добычу без прежних ограничений. Это создаст риск переизбытка нефти на рынке. Вот сегодня, предположим, мы слышим, одна из стран, Арабские Эмираты, выходит из ОПЕК. Что это значит? Это значит о том, что сколько страна имеет производственных мощностей, столько она может добывать нефти и выбрасывать ее на рынок. Да, сегодня понятно, что рынок ограничен проходом через Ормузский пролив. Но что будет завтра? Что будет, если страны ОПЕК будут не скоординированно проводить общую политику, а будут осуществлять производство и добычу нефти столько, сколько есть производственных мощностей, сколько хотят? Соответственно, цены пойдут вниз. Пока, однако, цены остаются высокими из-за ограничений поставок, связанных с ситуацией в Ормузском проливе, одном из важнейших транспортных коридоров для мировой энергетики. В Кремле подчеркивают, Россия не намерена выходить из формата ОПЕК, плюс и рассчитывает на его сохранение. По мнению властей, именно координация внутри группы помогает сглаживать резкие колебания цен. Это суверенное решение Объединенных Арабских Эмиратов, мы с уважением к этому относимся. Мы приветствуем заявления, которые были из Абу-Даби, о том, что Эмираты продолжат ответственную позицию на энергетических рынках и координацию на двусторонней основе. В этом плане, имея весьма и весьма конструктивные, дружественные отношения с Абу-Даби, мы, конечно, рассчитываем на продолжение весьма продуктивных, конструктивных и эффективных контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе и в рамках энергодиалога. Москва не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+? Нет. Мы хотели бы на это надеяться, конечно. Это очень важное направление работы, которое особенно важно в нынешних условиях, когда энергетические рынки, мягко говоря, штормит. Это формат, который позволяет все-таки существенно, скажем так, минимизировать вот такие
такие колебания на энергетических рынках и позволять стабилизировать эти рынки. К слову, подобные ситуации уже происходили в истории. В 1980-х годах мировой рынок столкнулся с масштабным перепроизводством нефти. После резкого роста цен в 1970-е спрос начал снижаться. Страны стали экономить энергию и искать альтернативы. Одновременно добыча за пределами ОПЕК росла. Рынок оказался перенасыщен. В результате цены на нефть обрушились более чем в несколько раз и продолжали снижаться в течение нескольких лет. Этот ценовой шок серьезно ударил по экономикам нефтедобывающих стран. Особенно тяжелые последствия испытал Советский Союз, для которого падение нефтяных доходов стало одним из факторов экономического кризиса. Сегодня эксперты проводят параллели. Если координация между производителями ослабнет, а добыча начнет расти без ограничений, рынок вновь может столкнуться с избытком предложения. Однако, в отличие от 1980-х, нынешнюю ситуацию осложняет геополитическая нестабильность. И именно она пока удерживает цены от резкого падения. В Страсбурге председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза ускорить переход к энергетической независимости. Выступая в Европейском парламенте, она подчеркнула, текущий кризис, связанный с напряженностью вокруг Ирана, уже стал вторым энергетическим потрясением для Европы за последние годы. Последствия этого конфликта могут ощущаться месяцами или даже годами. Именно поэтому энергетика была на первом месте в повестке неформального заседания Европейского совета. Это уже второй энергетический кризис за 4 года. И вывод должен быть предельно ясным. Наша чрезмерная зависимость от импортируемого ископаемого топлива делает нас уязвимыми. Таким образом, дальнейший путь очевиден. Мы должны сократить чрезмерную зависимость от импортируемого ископаемого топлива и нарастить собственное доступное производство чистой энергии от возобновляемых источников до атомной энергетики с соблюдением принципа технологической нейтральности. В текущем европейском бюджете мы предусмотрели почти 300 миллиардов евро на энергетику, из которых 95 миллиардов пока не использованы. Я понимаю, что, возможно, говорю это не той аудитории, но давайте используем эти средства, чтобы уже сейчас перейти на электричество. Не только в транспорте, но и в промышленности и отоплении. Рост цен на топливо на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива ускоряет изменения в сфере грузоперевозок. В Германии часть транспортных компаний уже перешла на электрические грузовики. Большая доля автопарка заменяется электромобилями, а дизельная техника постепенно выводится из эксплуатации. Переход на электротранспорт позволяет снизить зависимость от колебаний цен на топливо и сократить эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе. Мы решили это сделать, потому что нам это интересно, и потому что мы сказали, нужно что-то делать ради будущего. Если мы не начнем сейчас, мы никогда к этому не придем. Это была основная причина. Нас всегда интересовали электромобили, конечно, и это окупается. Это также был фактор затрат. Мы рассчитывали, что это окупится в долгосрочной перспективе. Топливо не останется таким дешевым, оно будет продолжать дорожать. И, конечно, сейчас у нас есть преимущество перед другими перевозчиками. Мы просто на 2 года впереди. У нас всегда было в среднем около 30 грузовиков. Сейчас у нас 28 электрических грузовиков и осталось 3 дизельных. Хотя дизельные теперь постоянно выведены из эксплуатации, поскольку цены на топливо резко выросли, мы будем их продавать и заменять электрическими. Когда цены на топливо резко выросли, мы, конечно, улыбались, потому что нас это не затронуло. Мы видим это с 2 сторон. Мы выигрываем финансово, потому что нам по-прежнему платят по тарифам, рассчитанным на дизель. Но, конечно, жаль, что происходит, хотя мы можем наблюдать за этим немного спокойнее. Мы более независимы. Дополнительным фактором становится развитие собственной энергетической инфраструктуры. Использование солнечных панелей и систем накопления энергии позволяет обеспечивать зарядку транспорта и снижать зависимость от внешних поставок электроэнергии в течение большей части года. Среди ограничений остается дальность хода, в среднем от 450 до 500 километров. Это требует более тщательного планирования маршрутов и зарядной инфраструктуры. Мы сами производим электроэнергию, и благодаря системе хранения мы не рискуем остаться без электричества даже при перебоях с поставками. По крайней мере, 10 месяцев в году. В более слабые месяцы, декабрь и январь, нам все же придется использовать сеть. Но 10 месяцев в году мы более или менее самодостаточны. Недостатков нет, кроме дальности хода, которая сейчас составляет от 450 до 500 километров. С этим можно справиться. Это просто вопрос диспетчеризации. Нужно немного больше работы по планированию. Как строить маршруты, где можно зарядиться.
И, конечно, цель — как можно чаще заряжаться на базе. В отрасли сейчас все сильно оживилось. Я это заметил сам. Количество людей, которые звонят мне и спрашивают об электромобилях. Как вы это делаете? К кому можно обратиться? Где это купить? Резко выросло за последние 8 недель. Сейчас происходит большое движение из-за цен на дизель, и они уже не снизятся. Как я сказал, многое сейчас изменится. На фоне обмена резкими заявлениями между Берлином и Вашингтоном канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отношения с президентом США остаются стабильными. С моей точки зрения, мои личные отношения с президентом США остаются хорошими. У меня с самого начала были сомнения по поводу того, что было начато с войной в Иране. И именно поэтому я это выразил. В Германии и Европе мы испытываем значительное влияние последствий закрытия Ормузского пролива. Это напрямую влияет на наше энергоснабжение. Это оказывает мощное воздействие на нашу экономическую деятельность. Именно поэтому я настаиваю на скорейшем разрешении конфликта. Мы продолжаем вести конструктивные обсуждения друг с другом. Министр иностранных дел Германии вернулся сегодня утром из Нью-Йорка и сообщил о широком круге переговоров, включая контакты с правительством США. Таким образом, мы по-прежнему, как говорят на американском английском, остаемся в хороших отношениях. Ранее Дональд Трамп подверг критике позицию Мерца по конфликту вокруг Ирана, заявив, что немецкий лидер не понимает, о чем говорит. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает допустимым, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит. Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я прямо сейчас делаю в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать уже давно. Неудивительно, что Германия показывает такие слабые результаты, как в экономике, так и в целом. Берлин призывает к скорейшему урегулированию ситуации и продолжает консультации с американской стороной. В немецком правительстве подчеркивают, дипломатические контакты продолжаются, а стороны, как выразился канцлер, остаются в хороших отношениях. Уже который день продолжается пожар на нефтеперерабатывающем объекте в Туапсе. На этом фоне в Перми после атаки беспилотников зафиксированы новые последствия. Местные жители сообщают о так называемом «нефтяном дожде». В социальных сетях публикуют фотографии автомобилей и одежды, покрытых темными пятнами. По данным региональных властей, удар пришелся по одной из промышленных площадок, в районе которой наблюдались густые клубы черного дыма. Украинская сторона заявляет, что целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция «Пермь», объект, связанный с транспортировкой нефти. По оценкам источников, на территории могли загореться резервуары для хранения топлива. Эти данные требуют независимого подтверждения. Эксперты отмечают, что при пожарах на нефтяной инфраструктуре в атмосферу поднимаются сажа и продукты горения. При определенных условиях они могут смешиваться с влагой и выпадать в виде загрязненных осадков. Похожие явления ранее уже наблюдались в Туапсе после возгораний на нефтяных объектах. На данный момент официальной информации о возможном влиянии на здоровье жителей не поступало. В Пекине заявили, что Вашингтон распространяет недостоверную информацию и вмешивается в региональные вопросы. Ранее США и ряд стран Латинской Америки выразили поддержку суверенитету Панамы. Эти утверждения полностью вымышлены и искажают факт. Кто долгое время контролировал Панамский канал, осуществил вооруженное вторжение в Панаму и грубо попирал суверенитет и достоинство страны? Кто сейчас посягает на Панамский канал, пытаясь превратить этот постоянно нейтральный международный водный путь в свой собственный, игнорируя суверенитет стран региона? Ответ очевиден. Именно Соединенные Штаты политизировали вопрос портов. Именно Соединенные Штаты ведут лицемерную политику, распространяя слухи и клевету. Соответствующие китайские органы проводят обычные проверки судов в соответствии с законами и правилами. Позиция Китая по вопросам, связанным с портами в Панаме, ясна. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы. Китай также советует соответствующим странам не поддаваться влиянию и не использоваться силами с недобрыми намерениями. В Белом доме прошел государственный ужин в честь визита короля Великобритании Чарльза III. Президент США Дональд Трамп принял монарха на фоне напряженной международной повестки. В своей речи он затронул как внутренние события в США, так и ключевые внешнеполитические темы. Мы действительно делаем нечто особенное. Готовимся отметить 250-летие нашей Декларации независимости. Это большое событие для нашей страны. Очень большое. Мы сейчас также занимаемся делами на Ближнем Востоке. Вы двое, возможно, знаете, и у нас все идет очень хорошо. Мы военным путем победили этого противника и никогда не позволим ему получить ядерное оружие. Они это знают. И знают очень хорошо. Наши страны вместе противостояли коммунизму, фашизму и тирании. Вместе мы расширяли границы человеческих знаний.
и стремились сделать мир безопаснее, богаче, справедливее и свободнее. Нас связывает ценная дружба, вечный союз и история выдающегося героизма и мастерства. Весь мир вдохновлен этим особым характером. У нас есть эта неудержимость, смелость, непобедимое мужество. Кстати, где Рори Макилрой? Встаньте, пожалуйста. Это было непобедимое мужество. Отличная работа, Рори. Я прервал свою речь, потому что видел, как он выиграл турнир. Очень сложный. Поздравляю. Король Чарльз III в ответ подчеркнул значение союзничества и напомнил об исторических связях двух стран, в том числе символическим жестом. Позвольте мне также выразить уважение вашей храбрости и стойкости, а также вашим службам безопасности за их быстрые действия в субботу вечером, предотвратившие дальнейшие жертвы. Мои мысли и сочувствие с вами, первой леди и всеми гостями, для которых это стало тяжелым происшествием. Сегодня мы собрались, чтобы подтвердить незаменимый союз, который долгое время был основой процветания и безопасности для граждан Великобритании и США. Люди сражались и погибали вместе, защищая наши ценности. Через океан, от побережья до побережья, мы торговали, создавали и развивались вместе. Мы стояли плечом к плечу в лучшие и худшие времена. Однако нынешние вызовы, от угроз по всему миру до рисков новых технологий и угроз международному порядку, побуждают нас вновь подтвердить основы нашего партнерства. Поднимем бокалы за прошлое, настоящее и будущее наших двух гордых союзных наций. За Соединенные Штаты и Соединенное Королевство. Да благословит Бог наши страны. Также король Чарльз подарил президенту Дональду Трампу колокол от британской подводной лодки времен Второй мировой войны. И говоря о союзах подводных лодок, был один конкретный предшественник «Аукус», спущенный на воду на британской верфи в 1944 году, который большую часть своей службы провел в составе 4-й эскадры подводных лодок в Австралии, играя важную роль во время войны на Тихом океане. Ее имя — HMS «Трамп». Итак, господин президент, я с радостью представляю вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на боевой рубке вашего доблестного тезки. Пусть он станет символом общей истории наших стран и их светлого будущего. А если вам когда-нибудь понадобится связаться с нами, просто дайте звонок. Чарльз III на приеме в Белом доме позволил себе больше, чем обычно принято в дипломатии. Ироничные шутки с историческим подтекстом. Начав с благодарности за ужин, он не удержался от ремарки о заметных улучшениях со времен бостонского чаепития, напоминая о событии, с которого, по сути, начался путь США к независимости от Британии. А затем еще острее. Комментируя реконструкцию восточного крыла Белого дома, британский монарх с улыбкой заметил, что его страна уже предпринимала попытку перепланировки. И я, к сожалению, должен сказать, что мы, британцы, конечно же, предприняли свою небольшую попытку перепланировки недвижимости Белого дома в 1814 году. В любом случае, я очень рад, что у нас есть важная возможность в этот критический момент обновить те узы истории и дружбы между нашими народами и странами. Речь идет о событиях сожжения Вашингтона во время англо-американской войны, когда британская армия вошла в столицу США и подожгла ключевые правительственные здания. В огне тогда оказались Белый дом и Капитолий, символы американской государственности.
Уровень одобрения президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого значения за время его текущего срока и составил 34%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного в течение 4 дней и завершившегося 27 апреля. Предыдущий минимум 36% был зафиксирован в середине апреля, 15-20 числа. Для сравнения, в январе 2025 года, когда Трамп вступил в должность, его рейтинг составлял 47%. Существенное падение поддержки произошло после 28 февраля, когда США совместно с Израилем начали военные действия против Ирана, что привело к заметному росту цен на топливо. Кроме того, экономический курс администрации вызывает критику. Сейчас лишь 22% опрошенных одобряют меры по сдерживанию стоимости жизни, тогда как месяц назад этот показатель был на уровне 25%. Министерство юстиции США предъявило новое обвинение бывшему директору ФБР Джеймс Коми. Его подозревают в угрозе президенту Дональд Трамп из-за публикации с ракушками, выложенными в виде чисел 86-47. Добрый день. Сегодня большое жюри в Восточном округе Северной Каролины вынесло обвинительное заключение против Джеймса Коми по 2 пунктам. Первый пункт. Около 15 мая прошлого года он сознательно и умышленно угрожал лишить жизни и причинить вред президенту Соединенных Штатов. Второй пункт. В тот же день, 15 мая 2025 года, обвиняемый Джеймс Коми сознательно и умышленно передал через межштатные каналы связи сообщение, содержащее угрозу убийства президента США. Оба этих пункта предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Думаю, справедливо сказать, что угрожать жизни любого человека опасно и потенциально является преступлением. Угроза жизни президента Соединенных Штатов никогда не будет терпима Министерством юстиции. За последний год ведомство возбудило десятки дел, связанных с угрозами в адрес самых разных людей. Мы относимся к каждому из них предельно серьезно. Джеймс Коми предположительно угрожал жизни президента Соединенных Штатов. И, как вам теперь известно, вскоре после публикации этой угрозы он удалил ее и затем принес извинения. Вся эта информация была представлена большому жюри. Господин Коми получит возможность предстать перед судом и обратиться к присяжным. Спасибо. Следствие считает, что пост мог содержать намек на насильственные действия. Сам Коми вину отрицает и заявляет, что не вкладывал в публикацию подобного смысла. Ну вот, они снова вернулись. На этот раз из-за фотографии ракушек на пляже в Северной Каролине год назад. И это не конец. Но для меня ничего не изменилось. Я по-прежнему не виновен. Я по-прежнему не боюсь. И я по-прежнему верю в независимую федеральную судебную систему. Так что давайте. Но очень важно, чтобы мы все помнили. Это не то, кем мы являемся как страна. Это не то, как должен работать Министерство юстиции. И хорошая новость в том, что с каждым днем мы все ближе к восстановлению этих ценностей. Сохраняйте веру. Исполняющая обязанности посла США в Украине Джули Дэвис покинет свой пост летом 2026 года. Об этом сообщают источники издания Financial Times. По их данным, причиной стали разногласия с президентом Дональдом Трампом и снижение поддержки Киева со стороны Вашингтона. В то же время в Государственном департаменте США утверждают, что эта информация не соответствует действительности. Дэвис возглавила миссию в 2025 году. Ранее ее предшественница, Бриджит Бринк, также ушла в отставку, раскритиковав политику США в отношении войны с Россией. Государственный департамент США представил ограниченную серию памятных паспортов к 250-летию принятия Декларации независимости. На одной из внутренних страниц документа размещен портрет президента Дональда Трампа и его подпись рядом с изображением подписания исторического акта 1776 года. Как сообщили в Государственном департаменте США, новые паспорта сохранят все стандартные элементы защиты и будут выдаваться без дополнительной платы, однако их количество ограничено. В ведомстве уточнили, что выпуск приурочен к юбилейным торжествам в июле. При этом пока не ясно, смогут ли граждане отказаться от получения именно этой версии документа. На новость о паспортах отреагировал губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом. В честь 175-летия Калифорнии этим летом мы выпустим особое водительское удостоверение для каждого жителя штата. На нем будет размещена красивая, высококачественная фотография меня, Гевина Ньюсома. Многие говорят, что это лучшее удостоверение в истории мира. Речь идет о праздновании нашего прекрасного штата. Это не обо мне, несмотря на очень привлекательное фото. Наслаждайтесь, губернатор Гевин Ньюсом.